посмотрим его действия. Вот что он реально сделает в ближайшее время. Может поехать куда-то, но может и пригласить вас к себе или приехать к вам. Смотри, это не случайность. Если ты сейчас открыла это видео, значит, карты хотят сказать тебе правду. Его сердце неспокойно, его мысли мечутся, и ты сама скоро увидишь все, что он о тебе скрывает. Приветствую всех, друзья, с вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. И сегодня мы посмотрим его тайны от вас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в отношениях, на своего партнера. Мы посмотрим, почему он в шоке и что Таро скажет о его чувствах к тебе. По традиции начнем с того, что посмотрим вашу ситуацию, что карты скажут о вас, как о паре. Ну, смотрите, была какая-то ситуация у вас совсем недавно, в августе месяце. И точкой отсчета у вас лето. Ну, вообще Лугнасад – это карта такая больше о сборе урожая, да, и о приближении какого-то результата. Вы достигли какого-то результата, а возможно, хотите какого-то результата, да, или чего-то большего хотите в отношениях. Но опять-таки отправной точкой в ваших отношениях или ситуации в ваших отношениях есть август месяц или это лето, да, которое было. Так, здесь мужчина может быть или отцом детей, или может быть действительно и в браке, а может быть такая ситуация, где у вас треугольник. Да. Также этот мужчина может быть заботливый. Заботливый не только по отношению к детям, но и к вам. Возможно, эта ситуация, которая у вас возникла, она возникла на отдыхе. Или в период отпуска, или где-то на море. Но после того, как у вас это произошло, вы хотите отдохнуть или вынуждены отдохнуть, или произошла вынужденная пауза в отношениях. И сейчас у вас центральная карта является карта отдыха, но как будто бы у вас между вами и ним некий период отдыха в отношениях, да, или вы устали от этих отношений, или вы устали от этой ситуации в отношениях. Возможно, мужчина здесь взял на себя много обязательств, поскольку результат есть, да, и для мужчины, например, эти отношения могут быть не частью своего результата, а частью какого-то отдельного результата, отдельной задачи, да. Окей, давайте дальше еще посмотрим. Есть мезальянс? Возможно. И, возможно, присутствует разница в возрастах. Например, мужчина намного старше или женщина. А возможно и разница в статусах. То есть ваши статусы социальные могут разниться. Например, кто-то зарабатывает больше или кто-то работает больше, да, кто-то меньше. Может быть, кто-то прикладывает усилий к отношениям больше, кто-то меньше. Ну, во всяком случае, так кажется, да. Ну, и здесь карта развода. То есть, возможно, ваш брак, ваш союз достиг максимума и через паузу, ну, как бы имеет потенциал к разрыву. Возможно, ваш партнер или партнерша старше, да, и может быть и треугольник, где вы ожидаете, что этот треугольник решится путем того, что ваша соперница или ваш соперник, да, там кто с какой стороны смотрит, ну, разойдутся, да, и вы рассчитываете, да, что, допустим, мужчина разойдется там с женой. Или вы тоже там в квадрате, вы там замужем или женаты, да, и вы вот на другую пару там женаты, да, вот, то есть квадрат или треугольник может стремиться к разводу, но это не обязательно так будет, это не обязательно так будет. Почему? Потому что ситуация-то затянулась, отдых в середине, поэтому
Ну, вот как-то так. Давайте еще посмотрим с точки зрения духа, или высших сил, как высшие силы видят вашу ситуацию в отношениях. Не хватает легкости. Вы, возможно, сильно близко к сердцу принимаете, но развод, да, это как будто бы обрыв связи или потеря связи, да, вот даже вот так, потеря связи, да, ну и разрыв в том числе. А воздух – это облегчение. То есть высшие силы, ну, может быть, хотят или просят, или намекают, или ведут вас каким-то более легким путем, да, то есть пока что не сильно понятно, к чему воздух с точки зрения высших сил. У меня, ну, такое есть первое ощущение, либо вы принимаете все очень близко к сердцу и все буквально. Может быть, воздух – это вы еще и торопитесь, потому что воздух – это всегда скорость, это движение. То есть, либо вы принимаете все близко к сердцу, высшие силы говорят, либо вы торопитесь, либо вы задыхаетесь. Такое тоже может быть. Ну, задыхается обычно ситуации, когда уже действительно надо выдыхать, отдых, да, нужно выдыхать. И ситуация у вас действительно накалена, да, или даже она не накалена, она просто, ну да, она может быть перегрета, эта ситуация. И вам действительно, ну, либо вы напряжены в этих отношениях, и вот даже вот побыть самому, да, для вас будет лучше, нежели быть в паре. И здесь еще высшие силы могут намекать на какие-то поездки-переездки, да, или переезды. И может быть, на панические атаки почему-то у меня идет. Может быть, вы задыхаетесь из-за того, что вы, ну, сильно буквально воспринимаете то, что, допустим, ваш партнер может воспринимать гораздо проще. Ну, и еще один нюанс. Может быть, вам кажется, что партнер вас в этих отношениях обесценивает. Ну, вот то, что я чувствую. Окей, давайте первое посмотрим энергию вашего партнера прямо сейчас. Какова энергия вашего партнера прямо сейчас? В каких он энергетиках? Ну, ваш партнер в тонусе, он силен, особенно если это мужчина, и, может быть, и рычит, как медведь. Может быть, вам и действительно вы устали от его рычания, и вам нужно действительно отдохнуть. Медведь обычно о силе, которая, в принципе, может быть и неконтролируема. Но, тем не менее, ваш партнер находится в адекватном состоянии своей силы. То есть он не обессилел, он не потерял свой жизненный тонус. И отдохнуть, скорее всего, прежде всего, важно именно вам, а не ему. Он медведь в этой ситуации. Вот что его мучает? Давайте спросим, посмотрим вот эту карту. Что его мучает? Его мучает неправда, лисица. Но смотрите, человек действительно, может быть, заврался, наобещался, и, может быть, он, знаете, рассчитывал на одно, а сейчас выходит совершенно другое, да, и лиса, она обычно о каких-то таких хитрых, коварных планах. Может быть, он не доверяет вам. Но если вы чувствуете, что он вам постоянно врет, то вот он именно чувствует, что ту неправду, которую он вам говорит, вы чувствуете. И он, знаете, как немножко подустал от своей неправды, и он уже, она его уже утомила, эта неправда, отдых, да, и она ему давит на плечи, эта неправда, поэтому его мучает его неправда, скорее всего, по отношению к вам. Вот давайте теперь еще спросим у отдыха. Вот почему он не может найти себе покоя или не находит покоя? Действительно, он не находит себе покоя, потому что он, во-первых, очень много двигается, но сам по себе мужчина здесь сильный,
медведь, активный, умный лисица, но он не находит себе покоя, потому что он не может найти способа коммуникации, где вы будете понимать друг друга. То есть вы не понимаете друг друга, и он это чувствует. Может быть, он понимает, что вы друг друга не понимаете, потому что он хитрит. И он понимает, что вы чувствуете ложь. И вот он из-за этого и не находит себе покоя. Поэтому его мучает и неправда, и покоя ему не дает именно вот отсутствие коммуникации. Что по поводу этого мезальянса вашего? И как этот мезальянс, есть он или его нету, как это влияет? Как влияет эта разница в статусах и в возрасте, да? Ну, мезальянс особо вам не мешает. Я бы не сказал, что различия в статусах и в вашем возрастном периоде, давайте его так назовем, как-то влияет на это. Поэтому особо не мешает это вашим отношениям, я имею в виду. Давайте еще посмотрим такой вопрос. Вот есть развод. И здесь рядом высшие силы. Что высшие силы скажут по поводу разрыва ваших отношений? Вообще, да? Развод в вашем случае – это правопреемственность, и это что-то связано с вашим родом, особенно по роду матери. Ну, если у вас отец постоянно там как-то расходился, да, по инициативе отца были разводы, поэтому высшие силы видят разрывы или сценарии разрывов вашей жизни как что-то кармическое. Ну, это даже не кармическое, как часть родовой программы по линии матери, скорее всего. Ну, может, у вас отец. Здесь просто женщины изображены, да, но вы примеряете к своей ситуации. Может, у вас это по причине отца. Что сделает или может сделать вам легче в этих отношениях? Что может сделать вам легче в этих отношениях? Но здесь клевер, только повороты судьбы и принятие судьбы такой, какая она есть. Можете ли вы влиять на судьбу? В принципе, да. Нужно ли вам влиять на судьбу? В принципе, да, но лучше прислушаться к сердцу. Если ваше сердце подсказывает, что вам можно и нужно повлиять на судьбу, на ситуацию, на матрицу судьбы, тогда влияйте. Это вам принесет облегчение, покой, отдых, и перезагрузка матрицы судьбы, возможно, даст и принесет вам более легкую жизнь и избавит вас от каких-то страданий. Ну, здесь такой как месседж от высших сил. Хорошо, давай теперь посмотрим его мысли о тебе. Какая мысль самая сильная о тебе? Самая сильная мысль. Проверим медведя. Он думает, что он зависит от тебя. Козел. Козел обычно это что-то с темными силами, поэтому это и связи, это и дьявол. То есть он как будто бы чувствует от тебя зависимость. И это ему очень сильно не дает покоя. Поэтому здесь и есть и хитрость, это часть козла. И есть и сила, это безудержная сила медведя. Ну и есть его физическая сила, где она может быть такая, знаешь, как адская, что ли. Не думает ли он, что ты его обманываешь? Но здесь выпадает аркан порчи, и сразу рядом козел. Он может тебя подозревать в какой-то в каком-то магическом процессе по отношению к нему. Да, может. Но это как бы не обман, то есть это его коварная мысль, которая может параноить его, что ты на него магичишь. Интересно. Ну, почему козел и порча рядом, и хитрая мысль, да? То есть самая сильная мысль о козле, да, и зависимости.
И он может подозревать тебя на магию, что ты на него магичишь. Ну, это его внутреннее, да, такое состояние. А вот что он думает, когда вспоминает тебя? Всадника проверим. Ну, тут опять, видишь, у вас летом что-то, летнее солнцестояние. Все равно, когда он о тебе думает, он радуется. Все равно. То есть мысли о тебе не порождают только негативы. Мысли о тебе порождают что-то светлое. А вот состояние, где он зависит от тебя каким-то образом и каким-то образом связан, и зависит, может быть, какими-то обстоятельствами, ну, это его может склонять на темную сторону, как говорится, да. Поэтому, когда он вспоминает тебя, он вспоминает яркие солнечные дни и дни радости, особенно если это было где-то там летом на море или возле моря, или в процессе отдыха, да, и когда вы много общались. То есть, вспоминая тебя, ему хочется пообщаться. А какие картины в его голове связаны именно с тобой? Так что ж сегодня, смотри, одни праздники, да, веканские, смотри, весеннее равноденствие. Что-то было еще хорошее, красивое именно весной, да, между вами. И то, что произошло весной, является самым ярким и красивым воспоминанием в его голове по отношению к тебе. Поэтому самая яркая картина – это весенний какой-то букет или те события, которые происходили в марте месяце, когда первое тепло появилось не только в вашем окружении, да, как погода, как погодное явление, но и первое тепло появилось в его сердце или в твоем сердце, да, вот такое. Может быть, это еще до знакомства было какое-то предчувствие у этого человека по отношению к тебе. То есть, может быть, он представил какой-то образ. Поэтому самые яркие картины – это твой образ, и он вызывает именно теплые ощущения. Хорошо. Считает ли он и думает ли он, преемственность проверим, да, продолжить эти отношения, несмотря ни на что? Или вопреки всему? А он и не может эти отношения разорвать. Здесь произошло что-то, что вас уже объединяет. Либо это магия, которая вот здесь. Либо это нити судьбы, которая вот здесь рядышком, как раз судьба клевер. Либо это кармические узлы, где преемственность, либо это родовая программа. Понимаешь, да, как бывает? Ну, вот так бывает, да. Ну, давай посмотрим, что он думает о твоей воинственности. Да, вот, когда он видит в тебе амазонку, что он думает, когда ты воинствующая. Ну, он не хочет, чтобы ты была такая прям воинствующая, как ты бываешь, да, или как ты можешь быть. И как бы он хотел бы, чтобы ты вовремя останавливалась или вовремя остывала. И может быть, смотри, у меня есть такое подозрение, что действительно, может быть, он подмагичивает на тебя, чтобы ты была такая, ну, как бы более покорная. Да? Смотри, более покорная. Но это только моя догадка. Я не делаю здесь какую-то диагностику на наличие негатива. И сегодня не формата, а в ближайшее время мы проведем общую диагностику. Но если ты вдруг чувствуешь, что он на тебя магичит, то смотри, да. Хотя здесь есть остуда, но это больше о его мыслях остудить тебя. Поэтому давай так, не будем эту остуду рассматривать как какая-то магия именно с его стороны на тебя, а именно его мысли, чтобы ты угомонила свой пыл. Поэтому твой воинствующий образ для него, он неприемлем. И он хотел бы тебя остужать. Хорошо, а вот давай немножечко его тайные чувства посмотрим. И посмотрим вот этого вот козла. Какое тайное чувство идет в нем, ну или живет в нем по отношению к тебе по козлу.
Но смотри, этот козел, он якорит его, и этот козел как бы цепляет его за тебя, и он как бы не может с тобой никак распрощаться. Поэтому он чувствует, что крепко зацепился за тебя, или ты его заякорила по отношению к себе. Ну, смотри, опять-таки, здесь не получается ли так, что он чувствует, что ты на него магичишь, да, вот так вот. Не получается ли так, что он чувствует, что зацепился за тебя, и это твоя магия, а не его по отношению к тебе? Хорошо, а вот что он боится показать? Что он боится показать? Но он боится показать, что у него нет денег, что у него нет средств к существованию. И он боится показать, что он не тот, за кого себя выдает. Ну, так вот. Боится показать свою нищету. Интересно. А что он прячет глубже всего? Что он прячет глубже всего? Зимнее солнцестояние. Глубже всего он прячет свою темноту. Во время зимнего солнцестояния у нас получается тьмы больше всего. Поэтому свою темноту, свои какие-то темные аспекты. Ну и смотри, получается так, что, может быть, этот человек действительно каким-то образом склонен к проявлению своих темных магических ведьмацких каких-то качеств. Но может тебя подозревать по той причине, что те люди, которые к этому склонны, они же, знаешь, как видят себя в ком-то, да. Ну и, соответственно, думают, что это происходит от тебя по отношению к нему, и что это ты его замагичила, да, как бы на себя, да, привязала к себе. Хорошо, а давай посмотрим, а что, какое чувство светлое он прячет в себе? Какое светлое в нем чувство? То, что тут мы немножко сконцентрировались на негативе. Нет, давай в светлое пойдем чуть-чуть. Светлые чувства в нем сейчас заблокированы, к сожалению. Поэтому сейчас он светлого в себе не чувствует. Будь осторожна. Блок на светлых чувствах есть. Давай спросим, каков источник этого блока на его светлых чувствах по отношению к тебе? Отливка воском, но это что-то действительно нечистое. И здесь козел может быть не только как будто бы его какие-то качества, как там мага, ведьмака и так далее. Но может быть и кто-то помогает ему быть в темном таком статусе, да, или быть в темных энергиях, не в самых светлых энергиях прямо сейчас. У него сила-то большая, но темнота присутствует, леса рядом, и вот этот вот квадрат, он не очень хороший. Хотя, еще раз повторюсь, этот человек, в нем 50 на 50 хорошего, да, и темного. То есть в нем и темное есть, и, ну, не повторюсь, я скажу, да, буду утверждать больше. И темное, и светлое в нем есть. Поэтому этот человек не абсолютно плохой, да. Поэтому источником этого блока, возможно, является темная магия или темная сила, от которой лучше избавляться. Ну, видишь, тут отливка воска, может быть, даже надо отливаться, чиститься и так далее. Хорошо. Что останавливает вас на самом деле? Давай так спросим, да, вот, или с точки зрения эзотерики, что вас останавливает? Но здесь вольтирование прямо, да, то есть может быть и темная магия. Да, может быть, ему действует на какие-то нервы, да, условно говоря, и кто-то прям капает ему на мозги. Но если смотреть с точки зрения магии, это прямо процесс вольтирования, да, и кто-то может действительно делать остуду на него или на вас в том числе, да, ну, на вашу пару, и на него как на него, и на вас как на вас, как на, по отдельности, так и на вместе. Ну, вот такое интересное идет. Видишь, блоки есть тут. Поэтому здесь не все так просто, как говорится, в этих отношениях. И давай посмотрим его истинное желание по отношению к тебе. Его истинное желание.
Здесь Махбон, осеннее равноденствие. Смотри, это желание будет проявляться осенью. Он хочет снять урожай. Вот это уже урожайная карта. И он хочет какого-то результата. Какой это результат? Хороший, позитивный результат. И смотри, он действительно хочет быть с тобой, связан, да, потому что здесь у нас Лунасад 1 августа, а здесь Махбон, эти два праздника, они рядом, поэтому его истинное желание по отношению к тебе позитивное, и это позитивный результат. Хорошо, а вот что он на самом деле хочет, когда есть он возле тебя, да, на самом деле? Отпадший ангел здесь, видишь, выпадает. Он хочет властвовать над тобой. И он хочет власти на уровне материальном, да, то есть это и душа, и тело в том числе. Да? То есть истинное его желание – это власть над твоей душой и телом. Но смотри, если он изначально такой, может быть, он действительно как козел идет, да, как темный ангел, как дьявол, да. А если на вас магичат, то в нем проявляется то козел, то ангел, то темный ангел, то светлый козел, да, вот такой вот неразбериха какая-то идет. Хорошо. А что может проясниться между вами? Что может проясниться между вами зимой, если ваши отношения дотянут до зимы, например, да? Может быть, будет новая стратегия, новая партия. Но вообще между вами прояснится перспектива. Поэтому не торопитесь выскакивать из этих отношений. Стратегия, то есть играйте, разыгрываете эту партию. Да? Я бы сказал так, не выпрыгивайте, да? Не завершайте эту партию, играйте в долгую. Не играйте в этих отношениях в блиц, играйте в долгую. Что прояснится к зиме? Прояснится, как будет дальше. Или что будет дальше. Поэтому уже сейчас проясняется, что это затяжная пауза. Видите то, что я говорил? Хорошо. А как разблокировать или чем разблокировать эти двери? Чем? Вот что есть отмычкой, да? Может быть, волшебный меч или волшебная монтировка. Чем ночью, может быть, и темными силами надо разблокировать эту энергию. А может быть, тайной. Может быть, вылезет какая-то тайна на поверхность, и она вам поможет. Поэтому тоже не торопитесь. Не все тайное становится явным быстро. Поэтому здесь и шахматная партия. Для того, чтобы тайна вышла на поверхность, нужно время. И когда тайна выйдет на поверхность, вы сможете играть по каким-то новым правилам или по какой-то другой стратегии. Но здесь стратегия в долгую все-таки. Ночь – это долгая стратегия всегда. Хорошо. Вот почему-то хочется спросить. Если вы начнете лить воск здесь, в этом случае, это такое немножко отдельно, да, тут опять квадрат магии, остуда, паук, отливка и вольт. Поможет вам или нет? Что вам даст вот эта отливка воском? Может помочь священник, кстати. То есть это просветление ситуации. То есть она может ослабить те темные силы, которые сконцентрированы в этой конкретной ситуации. Либо на вашем партнере, либо на ваших отношениях, либо на вас лично. Да? Я больше так акцент делаю здесь на этом человеке, но если вы смотрите и на себя в том числе, особенно если подозреваете остуду на себе, то это и вам может помочь, в принципе. Если вы чувствуете, что это на вас магия, да, конкретно на вас, значит, и вам тоже может помочь. Опять-таки, это не диагностика, это как послание высших сил, как советы высших сил. И давай посмотрим, а хотел бы он избавиться от вольта, если бы, допустим, знал то, что на нем может быть магия, да, если он сам чувствует. Хотел бы он избавиться от вольта? Я не исключу, что может быть. Да, с большей вероятностью, да. И, допустим, если спросить, а делает ли он этот вольт на тебя, тоже да, скорее всего. То есть, кто как смотрит, опять-таки, в этом общем раскладе. Поэтому, если вы смотрели этот вопрос с точки зрения
хочет ли или хотел бы он избавиться? Да. И если бы вы хотели посмотреть, он ли этот делает вольт, да, то он может этот вольт делать, потому что когда им владеет вот этот вот козел и темный ангел, ну, это для того, чтобы держать вас возле себя и чтобы ваша остуда не давала вам никуда идти. То есть оно это как будто бы руна Иса, заморозка ваших движений в сторону от него, чтобы вы никуда не делись. Давай посмотрим немножечко его планы, да, его планы на тебя. Его планы на тебя. Вот в общем, да, в общем планы пока. Ну, во-первых, на тебя планы. Он не хочет тебя потерять. Он тебя ловит. Но он тебя пока теряет. И он это чувствует, он это понимает. Это раз. Дальше. А вот что он готов сделать? Да, вот так. Сегодня какой-то такой жестокий расклад получается. Пики. Готов тебя пугать, запугивать, да, или удерживать. И не исключу, что он готов колдовать на тебя, чтобы останавливать. Я не исключу это здесь. Но опять-таки, давай так. На самом деле он будет... Если вы не верите в магию, он будет тебя шантажировать и манипулировать тобой, чтобы ты зависела от него. Вот так. Хотя это магическая карта. Окей. А какие шаги, вот давай спросим, какие шаги он продумывает, да? Какие шаги он продумывает? Ну, он хочет тебе запудрить мозги, закружить тебя и, знаешь, как бы... сделать эту ситуацию смешной, чтобы ты не догадывалась, что это что-то серьезное. То есть он хочет замаскировать то, чтобы ты не хотела видеть, и превратить это в комедию. Может ли он представить тебя, ну, условно говоря, я так сейчас скажу, без обид, дурочкой, да, ну или глупой, да? Ты не понимаешь этого. Да, может. Вот по этой карте может. Но для чего? Для того, чтобы запудрить тебе мозги. Хорошо. А давай вот спросим еще такой вопрос. Насколько серьезно он думает и воспринимает эти отношения? Да, насколько серьезно он думает об этих отношениях и насколько он серьезно их воспринимает? Настолько же серьезно, насколько и вторую часть. То есть, да, серьезно. То есть, это, если это треугольник особенно. Но треугольник – это гармония. Да, он серьезно воспринимает эти отношения, но задняя часть его, да, которая вот в тень, задняя, или соперница, если она есть, но она как бы отвлекает или оттягивает эту энергию внимания от вас. Да? Поэтому, да, по треугольнику это гармоничная карта, это серьезно. Окей. Тем не менее, в треугольнике он серьезен, то есть по отношению к тебе. А дальше смотрим. Давай спросим, кто обладает большей силой, если есть соперница, если есть треугольник? Кто обладает большей силой? Здесь даже у вас равные силы, что у нее, что у тебя. Но почему? Потому что ты амазонка. Но здесь главная сила у него в руках. Поэтому самый главный чародей здесь мужчина, но он наполовину злодей. Да, вот так. Как бы. Давай скажем так. Самый сильный здесь тот, у кого в руках оружие. Но учитывая то, что на тебя выпадает амазонка, может быть, это его восприятие. Если у тебя есть оружие, значит, ты не так слаба. Но, опять-таки, воин – это мужчина. Поэтому смотри, в этом треугольнике все сильны. И кто первый достает оружие, у кого защита крепче, и кто первый, или кто показывает свое оружие или свою защиту, тот и сильнее, по сути. Мужчина здесь достаточно сильный. Вы, как амазонка, точно достаточно сильна. Ну, соперница может быть и самой слабой, но всегда нельзя
недооценивать своего противника. Ну, точнее, никогда нельзя недооценивать своего противника. Хорошо, давайте посмотрим его действия. Вот что он реально сделает в ближайшее время. Может поехать куда-то, но может и пригласить вас к себе или приехать к вам. То есть его ближайшее действие, вот то, что он сделает, он поедет куда-то. Но это уже, смотрите, к вам он приедет, может быть, от вас поедет, если он с вами. Да? То есть его ждет поездка, дорога. Что его останавливает и не дает действовать смело? То есть что лишает его решительности? Карты не открывают это. Но, тем не менее, он не действует решительно в той зоне, где не хочет открывать своих тайн вам. Поэтому он нерешительно открывает вам свои тайны. Вот, видите, как интересно. То есть он не спешит быть с вами откровенным. Вот и все. Он не спешит с вами быть откровенным. Давайте посмотрим его ревность. Ну, уже видели, что он ревнует. Да, вот какая твоя черта сильнее всего? Нет, про черты мы потом посмотрим, да. Про ревность все-таки, да, вот на ревность черты вряд ли. Давай так вот прямо. О сопернице. Вот есть ли соперница или другие связи, которые тревожат его сердце? Вот это вот проверим. По черты потом посмотрим. Есть ли соперница? Да, она, скорее всего, есть, и ключ в сопернице здесь просматривается. То есть не исключу, что соперница. Ключик. Не исключу. Слышишь? Не исключу. Ключ. Вот она и есть. Хорошо, а теперь давай вот какая твоя черта вот все равно вот максимум притягивает его к тебе. Именно черта, да, потому что мы уже смотрели много чего здесь, а именно о черте мы не смотрели. Знаешь, черта – это кровь, да, а кровь – это он чувствует. Он ее чувствует, как в гормонах, да, поэтому это родственная душность, душа. Душность, видишь, ты задыхаешься, видишь, я говорил, тут душность, но душности о плохом дыхании. Смотри, какая черта? То, что вы родственные души, кровь. Но, может быть, ты такой же кровожадный партнер, как и он, такой же воинствующий. Все-таки здесь что-то есть общее, вас объединяющее, да. То есть воины вы два оба воина каких-то, да, таких. На него выпадает воин, да, и на тебя амазонка, это родственные души уже прям так и выпадают. Вот давай все-таки еще зайдем в его тайну, сюда вернемся. Вот его тайна, что он скрывает от тебя, но карты это не готовы показать. Да? Вот все-таки мы же ключ вроде бы как в сопернице не исключено, а тайну он тайны и скрывает, да? Не открывает тайны. Какую тайну карты не готовы? Ну вот готовы уже показать, да, вот так. Может быть, у него есть семья, или, может быть, семья на него очень сильно влияет. Может быть, есть дети, они там есть, и на него это влияет. То есть, может быть, женат, или есть какие-то нюансы в семье, и семейное влияние на него, оно достаточно весомое. Вот так вот. Ну, вот это тайна, да. Может быть, какая-то семейная тайна, которую он не хочет открывать, кстати. Что это все семья. Пайс, там, это семья. Хорошо, давай спросим, вот его решение, да, и примет ли он сделает ли он шаг к тебе навстречу, помимо вот этой поездки, где он может приехать к тебе, да, сделает ли он шаг навстречу? Все зависит от обстоятельств, поэтому да, не исключено, но этот шаг навстречу к тебе приведет к последствиям,
которые могут усложнить все вокруг тебя. Усложнить все вокруг тебя. Наберется ли он смелости этот шаг сделать? Ой, вряд ли. Но если наберется этот шаг сделать, если он наберется смелости сделать этот шаг, да, то последствия точно закрутятся не в светлую сторону. То есть, да, он очень боится сделать этот шаг, потому что, может быть, даже и семья влияет на него очень сильно. Да, род, семья, родственники там, и так далее. Но, тем не менее, наберется ли смелости? Вряд ли. А если и сделает вдруг, то жди последствий, жди привета, как говорится. Да, вот так вот. Давай посмотрим судьбу ваших отношений. Судьба ваших отношений за гранью безумия. Поэтому давай пока не будем рисковать заглядывать за грань безумия, а подождем зимы. Или подождем конца осени. Или карты говорят, это безумие смотреть сейчас судьбу ваших отношений. Потому что, может быть, еще нужно водоворот событий пройти. Хорошо, а к чему все идет? Союз, сближение или разрыв? Да, вот этот вот разрыв. Давай спросим так. К чему все идет? Свеча. Все будет зависеть от времени, от твоей возможности, желания и сил бороться, терпеть и ждать. Может быть, где-то противостоять физическому воздействию, а может быть, где-то противостоять темным силам, может быть, темной магии, да, и так далее, или участвовать в каких-то обрядах, ритуалах. Ну, то есть свеча – это эзотерическая карта все-таки, но свеча – это еще и обо времени, поэтому нужно соединять здесь реальность с эзотерикой. Поэтому все зависит от твоего терпения, от времени, от твоей магической силы, да, ты же амазонка все-таки. Ну, и насколько ты готова бороться. Ну и смотри, давай теперь подсказку карт. Вот что карты тебе подсказывают? Карты подсказывают быть готовым к колдовству, к магии, к чему угодно в магическом аспекте. Твой партнер может быть и колдун, но и может быть вокруг тебя мир колдовства. Может быть, нужно будет обращаться к колдуну. Поэтому подсказка карт: будь готова или готов встретиться с колдуном, да, или с колдовством. А что тебе стоит знать, чтобы действовать, ну, давай, мудро, не безумно, да, по уму, чтобы действовать мудро? Чтобы действовать мудро, есть два варианта. Либо убежать от всего этого, ну, это первый вариант. И он тоже тут есть. Полет и воздух. Видишь как? Убежать. Уехать, переехать, забанить партнера и больше с ним не общаться. То есть оборвать общение с ним. Ну, заблокировать его и все, и забыть. Это первое. Не думать о нем. Это же мысли и прекращение общения. Но либо быть готовым к любому экстриму, который так или иначе здесь есть. А здесь есть и колдун, и козел, и темный ангел, и водоворот событий, и всякого рода, ну, вот, вольты, остуды и так далее. То есть, либо ты амазонка, и ты борешься, да, ну, поднимаешь свой меч, да, и принимаешь этот вызов. Ну, либо ты мышка, да, условно говоря, которая точно так же боится, как и он. Ну, условно говоря, да, тут на него такая карта выпала. Ну, либо ты просто спасаешься бегством и руководствуешься инструкцией: лучшая драка или война – это та, которая не состоялась. И иногда бегством, спасаясь, является лучший выход из сложной ситуации. Поэтому смотри, здесь и то работает. А вот какой выбор сделаешь именно ты, напиши в комментарии.